Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем мариновать шампиньоны на зиму. Нам для этого понадобятся шампиньоны, желательно молодые, маленькие, чтобы шляпка была не открыта. Еще нам понадобятся семена кориандра, перец черный горошком, семена укропа, лук, чеснок, лавровый лист, соль, сахар и 9% уксус. В первую очередь шампиньоны нужно отварить в немного подсоленной и подкисленной воде. В кастрюлю, в любую по объему, которая подходит под ваши грибы, наливаем немного на дно воды. Вот я сюда налил где-то 1,5 литра воды. Но это не принципиально. Если у вас грибов меньше, то главное, чтобы немного покрывало дно. Потому что всю остальную жидкость дадут сами шампиньоны. На дно отправляем луковицу целиком и высыпаем наши грибочки. Грибы предварительно нужно промыть под проточной водой. Вот такая красота. Вот такие прекрасные грибчики. Мы просто не могли сегодня мимо пройти. И сразу взяли много. Все свеженькие, хорошие. Вот теперь это ставим на огонь, накрываем крышкой и доводим до кипения. Пока грибы варятся, стерилизуем банки, крышки и готовим рассол. Для рассола я взял 4 литра воды. На литр воды столовая ложка соли и столовая ложка сахара. Ложки столовые не с горой, а вот такие средненькие. Добавляем несколько лавровых листиков. Здесь все по желанию. Чайную ложку семян укропа на литр воды. Чайную ложку семян кориандра на литр воды. И примерно по 5-6 горошин перца на литр воды. Теперь мы это все ставим на огонь и доводим до кипения. Ну вот так, крышки стерилизуем. Грибочки закипают. Вот как они уже сели. А была полная кастрюля. Так что они в объеме очень сильно уменьшаются. И вот мы поставили рассол для заливки. Все, теперь ждем, пока все закипит. За это время стерилизуем баночки. Грибы уже закипают. Добавляем сюда примерно столовую ложку соли, можно чуть больше, в зависимости от грибов. Здесь никаких пропорций нету. Главное, чтобы вода была немного подсолена. Тогда просто грибы быстрее отдают свою влагу. Вот они уменьшились уже в 2 раза. И добавляем сюда немного уксуса. Тоже здесь пропорций нету. Там 1-2 столовые ложки. Доводим до кипения
И варим так минут 20. Ну вот сколько грибы пустили сока. А было всего там 1,5 литра воды. Банки простерилизовались. Режем сюда чеснок. Тонкими ломтиками, тогда он лучше отдает свой аромат. Количество по желанию. 2-3 зубчика, в зависимости от величины банки. Грибы варились 20 минут. Выключаем. Рассол доводим до кипения и кипятим минут 5. Теперь делаем маринад. На литр рассола добавляем примерно 35 мл 9% уксуса. Это примерно 3 столовые ложки. Вот у меня здесь 4 литра. Размешиваем. Вот и все. Маринад готов. Теперь берем грибы. Из этой воды, где они варились, мы их не вытаскиваем, чтобы они все время были горячие. И перекладываем их в баночки. Их, конечно, стало мало совсем. Ну, это грибы. Сразу же заливаем маринадом. Под горло. Крышки простерилизованы. И сразу закрываем их. Не удивляйтесь, что я беру крышки, которые были раньше на какой-то пасте, на других консервациях. Эти крышки заводские, они намного крепче и лучше, чем те, которые продаются в свободной продаже. Эти крышки не проворачиваются. Поэтому, если можно, если они хорошие, чистые, новые, я их использую по второму разу. Хорошо закручиваем и переворачиваем. Вот и все. Вот столько получилось всего грибочков. А кастрюля была полная. Эта кастрюля 12-литровая. А получилось совсем немного. Теперь, пока они горячие, мы в таком виде их хорошо укутываем до полного остывания. И все. И эти грибы будут лежать до зимы, до Нового года, до следующего сезона. Никаких проблем. Вот так. И оставляем это все до полного остывания. Грибы промариновались при комнатной температуре больше 2 недель. Их уже можно пробовать. Сливаем рассол. Высыпаем их в подходящую посуду. Чесночок тоже сюда можно. Режем зеленый лучок. Можно обычный репчатый лук. И поливаем вкусным ароматным подсолнечным маслом. Вот так все получилось. И это очень вкусно. Отличная закуска. Пробуйте, это все просто. И главное, так можно сделать грибы на зиму, и они будут долго стоять.